Ребята, я приветствую всех и каждого. Очередной обзор. Привет вам из Хорватии. Сегодня я хочу рассказать вам о путешествии на электромобиле Tesla. С чем я сталкиваюсь, что я прожил, какие у меня впечатления, эмоции. Это видео записывается для тех, кто еще не пробовал, что такое электромобиль и сомневается, думает, брать, не брать. Ребят, это видео для вас. Я никому не буду открывать здесь Америку, я вам всего лишь дам свое мнение, свое впечатление и свой опыт передвижения на автомобиле Tesla. Значит, сейчас я на ней проехал 15 тысяч километров. Этот пробег состоит из поездок по Германии. Также мы ездили во Францию, мы ездили в Испанию. Теперь мы поехали в Хорватию, мы ехали через Австрию. И что я хочу вам сказать, почему после того, как я перепробовал десятки разных автомобилей в собственном владении и порядка 5 десятков автомобилей просто на перепродажу, от самых регулярных и заканчивая премиальных марок, после того, как я попробовал автомобиль Tesla, по истечению времени, как я выплачу за нее кредит, через 3 года, я так думаю, что я снова возьму себе Tesla, по-любому. Почему именно ее? Потому что на сегодняшний день многие производители просто выпускают электромобили для галочки, для того, чтобы употребить рынок потребителя. То есть есть люди, которые ездят на своей Audi, например, да, или на Mercedes, и они, электромобиль это так дешево, надо попробовать. И они тогда уйдут к другому производителю. Что бы это ни было, концерны выпускают, чтобы соответствовать рынку, соответствовать потребительским запросам, электромобили, для того, чтобы вы их пробовали. Поэтому на сегодняшний день чистокровным, настоящим, технологичным электромобилем является автомобиль Tesla. В любую машину можно запихать батарейку. Но то, как это сделал концерн Tesla, продумав свои моторы, продумав тепловой менеджмент, продумав синхронизацию хода. Например, когда я еду со скоростью 80 км в час, спускаясь с горы, и потом спуск переходит в подъем, я еду на автопилоте, у меня ни разу, если дорога не требует сбавить или знак, у меня ни на километр не поколебается скорость. Идеальная сбалансировка, идет рекуперативного торможения, педали акселератора. Что касаемо остановки, вообще просто сказка. Она останавливается мега плавно на рекуперации. То есть ваша семья не будет клевать, сидеть внутри и так далее. Ребят, по поводу вообще в целом электрички, я вам очень рекомендую попробовать. Это первая моя машина вообще электро. Я поражен, насколько она безопасна благодаря технологии автопилота. Почему именно Tesla? Потому что только у нее, кстати, есть продвинутый реально автопилот, который лично нам уже спас не раз жизнь. Я бы просто не вывез. В том плане не успел бы среагировать, или бы просто ехал, пока бы ситуация не образовалась. Она же может это все предвидеть лучше, чем человек, и также она более стабильна, чем человек. Где-то в телефон посмотрели, где-то на экран. Она всегда смотрит на дорогу каждую секунду. Поэтому это большой плюс. Братцы, еще, вот мы сейчас ездим по горам. У меня никогда не было таких впечатлений по передвижению по горам. То есть я поднимаюсь вверх, чуть ли не под 45 градусов, просто еду. Я не понимаю разницы, я не ощущаю ее. Я спускаюсь, я не ощущаю ничего. Вы понимаете, то есть неимоверно стабильный и сбалансированный автомобиль. Я каждому рекомендую попробовать эту машину. Когда вы ее попробуете, вряд ли вы захотите пересаживаться на что-то другое. Безусловно, другие автоконцерны тоже будут стараться развиваться, но на сегодняшний день, 2023 год,
уже 2024 год уже заканчивается, сейчас 2024, сентябрь это видео записывается. Я не хочу ни китайскую машину со всеми ее экранами, со всеми ее там прелестями внутри салона и так далее. Все это было. Здесь идеальное гарантийное обслуживание и неимоверное качество. Детали, которые ломаются, их не просто меняют на новые, их изучают и модернизируют, выпускают модернизированные детали. Это моя первая машина в плане электро. И абсолютно не бойтесь то, что у вас закончится заряд. Она вам подсказывает всегда. Вот на эту зарядку можешь заехать, на эту зарядку. А если ты на вот эту сейчас не заедешь зарядку, все, ты больше не доедешь. Машина постоянно подключена к интернету. Она имеет достоверные сведения о погоде, о ветре, о температуре. И она анализирует то, как вы ведете машину. И она делает вам прогноз. И прогноз этот, поверьте, как бы я ни старался по-разному поездить, всегда я приезжаю точно, как эта машина показывает. Если показывает она, что я приеду на 43%, бывает, я приезжаю на 44%. Она чуть-чуть подстраховывается, иногда может написать на процент меньше. Поэтому мы очень довольны, моя семья неимоверно довольна этой машиной. Зарядки, что касаемо, если вас смущает длительность, ну, смотрите. Приезжаем мы на зарядку, как правило, на 5-10%. Вот. Уезжать нам рекомендует завод-изготовителя на вот полноприводной версии до 80 заряжаться, хотя можно и до 100. Так вот, мне проще зарядиться от 10 до 80 за 25, максимум 30 минут, нежели еще дополнительных 20-25 минут ждать, чтобы вот эти 20% 100 километров нагнать. Я лучше поеду и подзаряжусь через 300-380 километров. Это очень быстро, 25 минут зарядка. Не надо никаких карточек, ничего, все уже привязано к машине. Вы просто подъехали, вставили пистолет и зарядка пошла. Что касаемо следующих моментов. Про зарядку мы поговорили. Типа времени долго, да? Да нифига не долго. Вот мы ездим с семьей, у меня один ребенок. Наверное, если бы я был холостой, то тогда это бы все-таки показалось мне немножечко долгим. Но вот я вот с ребенком езжу с женой. Остановки каждые 3-4 часа, они просто необходимы. Ты чувствуешь себя лучше. Мы можем проехать 1500 километров, и при этом я чувствую себя живым, нормально. Потому что мы делаем паузы, мы останавливаемся, кушаем, пьем кофе, идем в туалет. Так вот, я вам хочу сказать про то, что вот это время, которое мы проводим на зарядке или там что-то пьем, кушаем, нам его даже не хватает. Мы все время увеличиваем, ой, зарядись до 90, прям через приложение, там, зарядись до 100, побудем здесь 40 минут, окей, там, 50. Иногда бывает, да, полчаса зарядились и поехали дальше. В общем, семейным людям это самый оптимальный вариант. По поводу, какую взять, Model 3 или Model Y, ну, это решать вам. Мы взяли Model Y, потому что очень много места, просторно, обалденно. Поэтому хватает места для всего. В троечке, ну, наверное, когда дети вырастут, можно будет взять себе что-нибудь поменьше. Будет и экономии больше и так далее. То есть вот этого веса нету лишнего, моторов нет этих лишних и так далее. Здесь же семейный вариант, полный привод, все на максималках, поэтому я считаю наилучший вариант. По поводу брать электромашину или нет, ну смотрите, если вы довольны и счастливы, ездите на каком-нибудь бензине и денег у вас хватает, ну ездите дальше. Если же вы хотите исключить множество расходов и денег и инвестировать их в семью, то в таком случае вам стоит призадуматься, что пора брать электромобиль. Потому что он реально экономит деньги и очень сильно экономит деньги. Мы, передвигаясь в отпуск, выезжая куда-то, ну это вообще какие-то копейки, зарядить вот эту машину. Нет никакого сервисного обслуживания, гарантия неимоверно большая и долгая. Вы можете ознакомиться в интернете, какая гарантия на Теслу, то есть там 8 лет на то, 5 лет на то, по такая-то гарантия там по пробегу. Не суть.
Мы вот просто едем в отпуск, мы берем деньги на там, зарядку и берем там несколько тысяч евро на отдых. Все, апартаменты уже оплачены. На машину мы даже не думаем, что что-то надо там поменять, там, заменить масла. На бензинке это все. Это каждый год 300-400 евро нужно отдавать на масла, на колодки, на фильтра. Это если ничего не ломается, это текучки, да, так сказать. Транспортный налог, парковки. Здесь этого ничего нет. Но парковки, естественно, приходится где-то платить, там, где нет льготы для электромобилей. Парковки это фиг с ним. Вот. Братцы, поэтому берите, не пожалеете, абсолютно. Вот мы неимоверно стали счастливы. Мы постоянно покупали, продавали, разные машины пробовали. И благодаря этой машине, ну, наконец-то вот он, наступил баланс, ничего не нужно. Какую машину мы захотим? Да точно такую же. Пускай она выглядит по-другому, но это только будет Tesla. И обязательно поновее. Вот и все. Но в целом я перестал смотреть на какую-либо машину. Даже какие-то там премиальные машины меня перестали вообще как-либо возбуждать. Потому что вот эта тачка, она дарит баланс, спокойствие, безопасность. Это самый рациональный автомобиль и продуктивный, который я вообще в своей жизни пробовал. У него, вот знаете, как на эквалайзере настройки по умолчанию стоят, оптимальные. Вот это именно оно. Все максимально сбалансировано. Поэтому мои наилучшие вам пожелания. Ребят, даже не думайте, смело покупайте. Его вам надо было еще купить вчера. Это я себе говорю. Каждый день. Почему я не купил еще раньше? Вот. Но мои наилучшие пожелания. Хорошего настроения. С вами был Tesla Пират. Берите электрички, наслаждайтесь жизнью, экономьте деньги и тратьте их на свои семьи. Пока-пока. До новых встреч.